Вот такая вкусняшка у нас получилась. Я всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня будем делать шикарное блюдо. Что вам для этого надо, все будет написано в описании под роликом. А мы начнем. Как всегда, начнем с нарезки лука, друзья. Это для любителей баклажан. У меня вышло много роликов для любителей баклажан, друзья. Вооружайтесь, смотрите, очень вкусные ролики. Ну и рецепты, само собой. Давайте поставим сковородку на огонь, пусть нагревается пока. Сковородка нагревается. Вольем 1,5 столовые ложки, друзья, масла. Сковородка нагрелась. Отправим лук. Пусть себе карамелизируется, а мы с вами нарежем баклажаны. Сделаем просто нарезку баклажаны, перец, все, что нам надо для нашего блюда. Баклажаны мы нарежем произвольно, друзья, как кто любит, так и режьте эти баклажанчики ваши. Я буду резать дольками, а потом дольки по 2-3 сантиметра. Вот примерно вот так. Значит, баклажаны, друзья, мы нарезали. Давайте их немножко присолим. Справим в посуду. Обязательно присолить, чтобы они отдали лишнюю жидкость и горечь. И перемешаем. Ну и отправим их в сторону, друзья. На такую порцию возьмем половинку зеленого перчика, друзья, и половину красного перца. Перчик можно порезать на квадратики или так, как вам удобно. Обязательно острый перчик, друзья. Вот так. Чесночок. 2 зубчика на это блюдо нам будет достаточно. Я повторяю, мы делаем блюдо на двоих. Очень вкусный ужин. Не тяжелый. Вкусный, сытный и витаминный. Лучок стал постепенно карамелизироваться. Еще немного и будем добавлять фарш. Ну, ребята, лучок готов. Давайте освободим место для нашего фарша. Вот так. И хорошо мы его, ребята, разомнем, чтобы не было комочков. Ну вот, друзья, примерно вот так. Дадим немножечко прогреться фаршу и будем добавлять специи. И очень важно, перед тем, как добавлять специи, сделайте немножко меньше огонь, чтобы специи не горели.
И в маслице. Вот так. Дадим возможность специям прогреться немножко, открыть свой вкус, и тогда будем вмешивать мясо. Вот так. Друзья, а для того, чтобы специи хорошо проникли в мясо, в фарш, и все хорошо, чтобы перемешалось и познакомилось, давайте добавим грамм 50-60 воды. Пусть там все хорошо пропарится. И можно поднять огонек. Присолить можно немножко. Вкусно. Значит, а мы будем продолжать с овощами. Давайте его нарежем. Друзья, во всем мире ингредиенты одни и те же. Кабачок, перец, помидоры. Но если добавлять другие специи или какую-то очередность, что жарить первым, что жарить вторым, это очень влияет на вкус блюда. Вот оно все у нас знакомится. Вы видите? Друзья, блюдо будет очень вкусное и очень быстро приготавливается. Значит, мясо у нас немножко протушилось, отлично. Крышкой мы не накрываем. Мы будем делать все в одной сковородке. Значит, сейчас мы отправим сладкий болгарский перец. Острый перец. И дадим немножко всему этому прогреться, друзья. Обратите внимание, ни помидоры, ни томат мы не добавляем. И дадим возможность прогреться перцем, друзья. Это будет красиво и очень вкусно. А почему я беру постоянно разные перцы разного цвета? Во-первых, это красиво. Во-вторых, каждый перец имеет свой аромат и свой вкус. Зеленый, даже не зеленый, а салатовый перец, он более ароматный. Красный, он сладкий. У меня только просьба к вам. Напишите, пожалуйста, кто любит баклажаны. Может, кто-то знает еще другие рецепты с баклажанами. С удовольствием повторю ваш рецепт и попробую. Пользуйтесь моими рецептами. Пишите комментарии, ставьте лайки, друзья. Ну, перцы наши прогрелись. Давайте сейчас отправим баклажаны. Только немножечко их выжмем. Вот так. Обратите внимание, сколько жидкости вышло из баклажана. 2 маленьких баклажана. Не будем трогать, пусть они немножко прогреются. Ну, теперь, я думаю, можно хорошо перемешать все. Друзья, это будет очень вкусное блюдо. И вообще, поверьте мне, в таком сочетании баклажаны поведут себя совершенно по-другому и будут еще ароматнее и вкуснее.
От чего зависит вкус баклажана? Понятно, все баклажаны одни и те же. Даже и не от специй, а от именно от очередности жарки. Что вы раньше жарите и как вы раньше жарите, и что вы добавляете с овощей, и как долго вы прожариваете баклажаны на сковороде. Вот вы попробуйте раньше лук, потом баклажан, потом мясо. Это будет один вкус у баклажан. Попробуйте наоборот. Мясо, лук, баклажан. Это будет совершенно другой вкус. А если начнете с баклажан, лук и мясо, то же самое будет 3 разных вкуса, хотя одни и те же ингредиенты. Не верите? Попробуйте сделать. Ну, баклажаны прогрелись. Давайте отправим чесночок. Чеснок мы мелко не рубили. Какие ароматы. Вот интересно, когда вот зира соединяется с чесноком, дает определенный какой-то обалденный аромат и тепла, и пряности, и вкуса, друзья. Совершенно другой аромат. Так и баклажанчики себя ведут. В разных блюдах по-разному. Добавлю немножко водички еще. Ну и пусть все пропитается. Очень вкусное блюдо. Получилось обалденно. Еще не до конца, но я уже чувствую, это будет шедевр очередной. Значит, сделаем маленький огонь. Пусть все постепенно, еще минут 20-30 тушится. Друзья, на этом этапе мы сейчас включим большой огонь. Быстро обжарим наши овощи. Они должны быть чуть-чуть эль денте. Ну, пока наш, друзья, шедевр готовится, давайте нарежем с вами зеленушку. Добавим 1 чесночок. Ужин будет ароматный и вкусный. Ну и сытный. Мясо с овощами. И больше ничего не надо. Можно будет еще нарезать салатик с огурчиком и помидорчиком. Вот так мы все перемешаем. Ну что я могу сказать? Наш шедевр готов. Давайте посыпем зеленушку. Ну и будем выключать. Вот так. Крышкой накрывать не будем, пусть лишняя жидкость испарится. Вот такая красота, друзья, у нас получилась. Ужин на двоих от Мишани. Смотрите, какая красота. Сейчас будем пробовать его, друзья. А его можно и с лапшой, и с рисом, с чем угодно. А я буду кушать его вот с такой вот лепешкой. И это будет обалденно, мне вкусно, друзья. Давайте. Вот так, смотрите, какая красота.
Друзья, я вам просто не могу передать этот вкус. Очень вкусно, насыщенно. Все ароматы. И специй, и наших овощей. Обалденно вкусно. Ребят, пользуйтесь моим рецептом. Делайте шикарные блюда. Те, кто любит баклажаны, напишите мне, пожалуйста, какие еще рецепты вкусные вы делаете сами из баклажан. А я попробую их сделать и попробовать. Всем мира, добра, всего самого наилучшего, друзья. Всех люблю. Благодарю своим подписчикам за то, что вы со мной, за то, что вы верите в меня. Берегите друг друга, любите друг друга. Мира и добра, и здоровья. Ребята, еще есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать вовремя новые ролики, которые выходят на моем канале. Всего доброго, чао.